Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем другие способы, как можно очистить наш контур от какого-то мусора, от лишних узлов и прочих ошибок. В FontLab есть еще более ленивые способы упростить контур и почистить его, вместо того, чтобы кликать в каждый конкретный узел. Мы можем открыть с вами панель нот. И здесь в нижней части панели мы увидим вот такие дополнительные кнопки, которые позволяют нам добавлять всякие пересечения узлов, какие-то другие элементы. Все это нам сейчас не нужно, нас интересует нижняя строчка. Здесь у нас есть несколько подпунктов, которые позволяют либо упростить контур, либо почистить его как-то, либо еще что-то с ним сделать. В общем, попробуем сделать это на примере вот этого образца. На самом деле, с помощью них желательно делать, скажем так, подтюнивание, более точную, аккуратную настройку относительно чистых глифов. Когда мы берем и пытаемся почистить вот такой вот достаточно ужасный и плохой контур, результаты получаются так себе. Но тем не менее, я вам на примере покажу, как это работает, чтобы вы понимали вообще, стоит ли вообще ими пользоваться. Первый режим в панели Node — это Simplify. Он позволяет нам упростить наш контур таким образом, чтобы удалить лишние, по его мнению, узлы, но при этом он добавит новые, а именно он добавит экстремумы, если здесь отсутствуют они, и какие-то новые точки, которые, по его мнению, сделают картинку более комфортной, более симпатичной. Поэтому нажмем сюда и посмотрим, что произойдет. Мы увидим, что удалилось достаточно много узлов, но результат не идеальный, но чего мы хотели, это в принципе опять же инструменты, которые делают картинку лучше, но не исправляют ошибки, особенно какие-то грубые такие узлы, элементы какие-то на букве после трассировки. Но тем не менее они значительно упростили наш контур и сделали его почище. Поэтому, возвращая обратно, попробуем следующий режим. Следующий режим Cleanup занимается более мягкой обработкой нашего контура. Он удаляет только ненужные узлы, но при этом не добавляет новые. И это принципиальное отличие этого режима от Simplify, который может видоизменять и добавлять новые контуры, новые узлы точнее. Нажимаем на Cleanup, мы видим, что у нас пропали все красные крестики, это именно лишние какие-то узлы, по мнению FontLab. Но все остальные рекомендации в принципе остались, никуда не делись. Третий режим в панели Node под названием Gravenize занимается тем, что не добавляет и не удаляет какие-нибудь новые точки, а работает с теми, которые у нас уже есть. Если мы посмотрим на вот этот контур, мы увидим, что со включенным инструментом Curvature, отображением кривизны, у нас очень много таких всплесков, таких резких переходов между кривыми, между узлами. Это происходит потому, что хендлы у нас находятся на разном расстоянии, недостаточно правильном. И поэтому получаются такие ступеньки. Чтобы эту проблему решить, мы можем нажать Gravenize, и тогда FontLab возьмет точку, узел между двумя хендлами и сместит узел так, чтобы линия была более плавная. Он не двигает сами хендлы и не удаляет точки, поэтому мы не можем все прям решить с помощью него, но тем не менее давайте посмотрим, какой будет у нас результат. Если мы нажмем сюда, то мы увидим, что у нас стало поменьше вот таких красных всплесков. А если мы отменим и посмотрим поближе, вот допустим вот эта точка, видно, что этот узел имеет вот такой резкий переход. Вот здесь тоже резкий переход. Здесь тоже не очень хорошо. Если я нажму на Gravenize, они узлы сместят так, чтобы получилось более ровное край. Вот я сейчас нажимаю, и что мы видим? Мы видим, что узлы у нас сместились, и по возможности, насколько это можно, было выровнено вот это положение. Понятное дело, что если у нас будет более такой ровный, аккуратный контур, без вот такого мусора, получится все в принципе хорошо. Можем перейти на букву О и попробовать сломать вот эту букву О. Я зажму Alt, Shift и сдвину вот так очень сильно. То есть сами хендлы у меня никуда не двинулись, но узлы между ними двинулись. Если я нажму Gravenize, то он по идее должен вернуть все на место. Да, все верно, он вернул их на место, узлы при этом сдвинулись, а хендлы, ничего с ними не произошло. То есть это позволяет нам принудительно включить режим Genius сразу для всего контура, но только на время. То есть нажали, он применился, и все, дальше нам ничего делать не нужно. То есть это хороший инструмент, который позволяет в целом сделать более сбалансированную, более красивую картинку нашего контура, особенно когда вы там еще пока до конца не понимаете, насколько у вас он гладок и насколько он хорошо получился. Четвертый режим, наоборот, работает не с узлами, а с хендлами. Если хендлы у нас находятся в каком-то не очень аккуратном, красивом положении, он их возвращает на место, но узлы при этом не двигает. Поэтому я возьму сейчас вот эту букву О и испорчу ее. Я сдвину вот эти хендлы сюда,
Вот эти, допустим, сделаем вот сюда. Ну, то есть вот как-то не очень красиво у нас все будет получаться. Если я сейчас нажму на 4-ю кнопку баланс, то тогда у меня должно полностью, у меня вот это вот все не восстановится, потому что он просто сейчас уравняет положение этих хендлов. Но, тем не менее, будет более-менее аккуратная линия относительно. Поэтому нажимаю сейчас сюда. И что мы видим, он у нас просто их выровнял так, чтобы линия была максимально корректная. Если к этому мы сейчас добавим еще и Harmonize, и у нас сместятся узлы, то в целом, если мы не обратим внимания, что буква О у нас очень сильно изменилась, линия сама по себе вот здесь достаточно аккуратная и красивая. Никаких всплесков, никаких переломов у нас нету. Поэтому в целом, комбинируя эти два варианта, можно, так сказать, улучшить нашу картинку в целом без каких-либо там дополнительных работ. Ну и последняя настройка из этих 5, я бы сказал, это добавление экстремумов по краям контура. Допустим, если я возьму и удалю вот эти узлы, мне FontLab предложит добавить экстремум, то есть крайнюю точку на контур. Мы это можем сделать одним кликом, просто, во-первых, можем сделать это вот здесь, и в принципе все готово. Но если вдруг что, мы можем сделать и через панель нот. Просто жму сюда, и вот он добавил экстремумы на наш контур. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.